Планирование. Расскажу и покажу те инструменты, которыми пользуюсь сам, расскажу те методики, которые помогают мне быть максимально продуктивным. Этими методиками я пользуюсь уже больше 5 лет, и они мне реально помогают систематизировать процессы, выстроить задачи и вовремя их проконтролировать. Первый инструмент, который я хотел бы тебе показать, мне помогает строить стратегические планы. Это называется интеллектуальная карта и технология майнд-планирования. Здесь можно делать укрупненно, создавать информацию по своим проектам и показывать, что мы хотим к чему прийти. Ну, например, там, не знаю, запуск нового проекта. Здесь мы можем по блокам расписать каждый наш проект, да, то, что мы хотим сделать, каждый отдельный блок расписать на подзадачи. Это помогает в голове уложить всю информацию, не копить ее. Основная проблема, почему мы не делаем, мы не можем вовремя выгружать большой объем информации и потом не умеем с ним работать. Так вот, здесь можно расписать декомпозицию своих целей и посмотреть вообще, а что нужно сделать-то. Ну, например, здесь может быть не новый проект, а может быть, там, не знаю, доход 1 миллион рублей. Да, и мы можем расписать действующий проект. Вот, допустим, я там, не знаю, у меня есть работа, где я работаю. У меня есть бизнес, в котором я преуспел. У меня есть доход от брокерской деятельности. И у меня есть доход от инвестиций. И вот каждый отдельный блок в данном случае можно расписать, а что нужно улучшить в каждом блоке, чтобы выйти на нашу ключевую задачу. Короче, я думаю, что суть вы уловили. Здесь можно расписывать, детализировать и складывать информацию, выкладывать из своей головы для того, чтобы потом проще было с ней работать. Давайте на примере одного проекта, который я делал, покажу. Вот здесь я начал нарабатывать курс, информацию по курсу, который назывался курс «Инвестор на 100 миллионов». Да, инвестор на 100 миллионов. И здесь по модулям я расписывал, что будет находиться внутри этого курса. Ну и вот начинается, да, урок 1, урок 2, урок 3, все, что необходимо на каждом этапе. Здесь, там, не знаю, конкретные какие-то задачи. В общем, такая большая X-Mind карта получилась, в которой я расписал полностью весь курс, который можно уже, в принципе, брать в работу. Возможно, руки дойдут, я это сделаю в ближайшей перспективе, но мне, по крайней мере, не нужно заморачиваться. Я сейчас не думаю над тем, а что будет, если я не реализую его в ближайшие 3 месяца. Да вообще плевать, могу через год, через 3 года реализовать. У меня информация вся выгружена, я могу взяться за ее реализацию в любой удобный момент. Следующая программа, которой я активно пользуюсь в планировании, эта программа называется Trello. Смотрите, у нас цели на год, далее мы планирование делаем на квартал, декомпозирую предыдущие цели. Кстати, для декомпозирования можно использовать предыдущий комплекс, который называется Мира. Далее я расписываю задачи себе на месяц. Заработать 300 тысяч на часы, или на что у нас там, на ноут. Начинаю думать, как заработать. Так, мне нужно создать новый проект. Опять же, декомпозиция идет, да? Мне нужно устроиться на новую работу, найти новую работу. Мне нужно найти наставника. Мне нужно продать старые вещи. Дополнительно, да? Чем не пользуюсь. Вот, и далее я пишу задачи на неделю. То есть еще больше декомпозирую, да? То есть продать старые вещи, что нужно? Создать объявление на Авито. А чтобы сделать новый проект, нужно анализ конкурентов провести, например, да? Или нужно найти поставщика, не знаю, бытовой химии, либо поставщика комплектных домов, чего угодно. Точно знаю, что мне нужно на неделю, да? То есть тут формируется список, здесь можно еще добавить задачи на день и перетаскивать отсюда некоторые задачи на день. Не более 3 задач на один день. То есть у нас тут формируется список на неделю. Мы по 3 задачи себе оставляем на каждый день. Плюс мы ведем учет. Сейчас покажу. Вот я новый еженедельник купил. Люблю, кстати, такой формат блокнотов, когда мы на каждую неделю можем расписать задачи. Так вот, если мы с помощью программы Trello делаем то, что я написал, если мы при этом понимаем важность этих задач, да, то есть для нас важны эти цели, то у нас на каждый день есть 3-4 задачи, которые просто нужно выполнять. Может быть, даже в режиме автопилота, особенно не заморачиваясь над тем, что и как делать. 5 миллионов лет эволюции работают против тебя. Дело не в том, что у тебя что-то не так с установками, не так что-то с волевыми качествами. Дело в том, что так сформировался головной мозг человека.
И для того, чтобы цели достигались, тебе нужно загрузить программу в этот неокортекс, вот в эту самую большую часть мозга, которая отвечает за аналитику. Ты можешь удивиться, но когда у тебя прописаны цели, у тебя находятся ресурсы. Наверняка были такие моменты в жизни, когда ты чего-то хотел сделать, у тебя это было расписано, и сами собой находились какие-то контакты, возможно, деньги, люди, которые помогали реализовать, и ты удивлялся тому, как все быстро и как по накатанной происходит. Так вот, это твой неокортекс выдает решения, которые позволяют тебе двигаться вперед. И очень важно сейчас, особенно в начале года, загрузить свой неокортекс нужной информацией для того, чтобы он начал моделировать маршруты. Гораздо проще просыпаться каждый день с мыслью о том, что тебе надо всего сделать 3 задачи. Да, у тебя могут запланированы быть какие-то встречи, созвоны, планы, привязанные ко времени, но есть 3-4 задачи, которые надо обязательно сделать, которые не привязаны ко времени, которые ведут тебя к достижению дальнейших целей. Ведь если каждый день ты будешь выполнять эти задачи, то ты будешь закрывать задачи недели. Если ты справляешься с задачами недели, ты будешь закрывать задачи, рассчитанные на месяц, а затем задачи, рассчитанные на квартал. И таким образом у тебя будут закрываться цели по итогу года, которые могли не закрываться долгие годы. В общем, нажми лайк, если тебе полезна такая информация. Подпишись на этот канал, если еще не сделал этого. Поставь колокольчик, чтобы не пропустить полезные видео. И будем оставаться на связи. До встречи.